В Сибири с незапамятных времен живет уникальный народ селькупы, или таежные люди. Правда, вплоть до 20 века они были известны под другим названием – астяки-самоеды. Сегодня численность этого народа достигает около 4400 человек. Они живут в Тюменской и Томской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. О таежных людях известно не так уж много. Это довольно скрытный народ, который с уважением относится к своей культуре и чужакам про все не рассказывает. А им есть чем поделиться. Например, еще задолго до присоединения Сибири к остальной части России у таежных людей уже был свой князь, который управлял народом, при этом власть переходила по наследству. А еще у них были собственные деньги. Их заменяли беличьи шкурки, которые назывались сару. Как жили таинственные таежные люди? Чем они занимались? Кто был главный в семье и как в наши дни сохраняется культура народа? Об этом мы расскажем подробно в нашем видео. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме – планете Земля. А еще у нас появился канал в Вайбере, где мы рассказываем о главных новостях Ямала и Арктики. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. Мы начинаем. Письменные источники XVI века впервые упоминали о селькупах. Тогда они были известны под названием Пегая Орда. Это объединение селькупов состояло из 400 воинов. Возглавил такое войско князь Воня. Орда давала отпор русским дружинам и котским хантам. Воня боролся за независимость таежных людей и отказывался платить русским царям ясак – налог, который отдавали в казну сибирские народы. Платили его шкурами ценных пушных зверей – куницы, соболей и других. Только в 1598 году Пегую Орду подчинили московскому царю. В этот момент селькупы разделились надвое. Часть ушла в северные земли к реке Таз, другие остались на Рымском приобье. Так между южными и северными селькупами оказались земли, населенные хантами и кетами. До того, как селькупы присоединились к России, у них существовали собственные маленькие города. Они назывались Коч или Кетты. Вокруг города устраивали ров и забор из чистокола, а подступы тщательно охранялись людьми, вооруженными самострелами. Позже селения строили уже без таких укреплений. Южные селькупы жили в землянках караму. Это особые каркасно-столбовые дома, которые приваливали песком или дерном. Северные селькупы жили в чумах, опыт обустройства которых переняли у ненцев и эвенкийцев. Семьи селькупов состояли из нескольких поколений. Прабабушки, бабушки, родители и дети все жили вместе. Главным в доме является мужчина, но и положение женщины не считалось приниженным. Во главе общины стоял князь Кок и богатыри Сенгира. Отдельно почитались шаманы. Они могли быть не только вождями общины, но и главой военного отряда. Таежные люди занимались рыбной ловлей и охотой. У них было несколько видов оружия – луки, самострелы и ловушки на зверей. Кстати, ловушки доверялось ставить и проверять женщинам и детям. За день один человек мог добыть из таких ловушек около 40 белок. Кстати, именно связка беличьих шкурок использовалась как деньги. Как мы говорили в самом начале, такая связка называлась сарум. Один сарум равнялся лисице или росомахе, а соболь и песец стоили 3 сарума. Для ловли дикого оленя выкапывали ямы. У северных селькупов было развито домашнее оленеводство. Таежные жители собирали грибы и ягоды, разводили коней, а еще выращивали ячмень и табак. Кроме того, селькупы активно торговали с русскими. Они продавали пушнину, рыбу и ягоды, а у русских брали все необходимое для быта. Традиционно селькупы считали себя неотъемлемой частью природы. Это нашло отражение в большом количестве мифов. Так мир селькупа делится на несколько сфер, у каждой из которых есть свой дух. У неба – Ном, покровитель всего сущего. У земли – Илина Конта, или старуха жизни. У загробного мира – властелин зла, дух Кызы. Все сферы объединены рекой и деревом. По реке шаман может спуститься в подземный мир, по дереву подняться до неба, чтобы попросить хорошей судьбы у Нома. Интересно, что шаманы имели специализацию. Они были светлыми и темными. Светлые поднимались на небо, темные спускались в преисподнюю. На рубеже 17-18 веков большинство селькупов приняли христианство. Однако и сейчас традиционная религия сохраняется. Еще один момент, который отличал таежных людей от многих других народов, у селькупов было принято воздушное погребение. Взрослых они предавали земле, но перед этим подвешивали тело на деревьях. Считалось, что это помогает душе покойника слиться с природой. А вот детская душа была невинна, поэтому умерших детей хоронили просто на ветках деревьев.
В наши дни селькупы носят обычную одежду, пользуются интернетом и ходят в супермаркеты. Однако они понимают, как важно сохранить уникальную культуру. И в этом на помощь им пришли ученые, которые тщательно собирают информацию по истории, обрядам, образу жизни, костюмам и языку селькупов. Все данные добываются из первых уст, от самих таежных жителей. Кроме того, представители народа выступают на этнических фестивалях, где могут продемонстрировать свой костюм, фольклор и танцы. Спустя сотни лет селькупы все так же с уважением относятся к своим традициям и чтут память предков. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.